Всем добрый день, с вами Таша Муляр, вы на канале Ташины рецепты, и сегодня будем мочить яблоки или квасить. Ну, кому как нравится, квасить, мочить, это не суть вопроса, да? Вообще, квашеные продукты, они намного полезнее, конечно, с точки зрения, вернее, по сравнению с маринованными или просто консервированы каким-то другим способом, потому что вот эта именно молочная кислота, которая образуется в процессе квашения, она очень благотворно влияет на наш пищеварительный тракт. Да-да-да, это я тут прочитала. Вот, но давайте от медицинской темы, да, абстрагируемся. На самом деле, конечно, квашеные яблоки это очень вкусно, и вообще все квашеное, на мой взгляд, очень вкусно. Ну а так как мы живем в загородном доме, то я постепенно осваиваю всякие рецепты натурального хозяйства. Вот готовлю в русской печи. Вот сейчас у нас как раз печечка топится. И эти рецепты тоже есть на моем канале, поэтому, если вы меня только нашли, подписывайтесь. Недавно мы с вами заквасили помидоры. Рецепт тоже вышел у меня на канале. И заквасили капусту. Ну, а сегодня пришло время яблок. Все составляющие я буду давать на литр воды, поэтому совершенно не важно, в каком объеме вы собираетесь это делать. Я буду делать в 5-литровом вот таком вот пластиковом ведре. В нем очень удобно именно квасить, да, поскольку квашение это холодный способ заготовки на зиму, то есть здесь никакого нагрева не происходит, поэтому, ну, в общем, ничто не противоречит делать это в пищевом пластике. Потом в нем очень удобно хранить, удобно у кого поставить в погреб один на другой, да. Если взять ведра чуть поменьше, то и в холодильник в большой удобно поставить, поэтому мы будем делать вот в таком пластиковом ведре, но в описании к видео будут составляющие рассола на литр воды, на литр жидкости, поэтому вы можете взять любую емкость. У меня яблоки. Яблоки какие должны быть? Яблоки должны быть твердые, осенних сортов. То есть, например, белый налив не подойдет, потому что он такой как бы как ватный, да, внутри. То есть яблоки должны быть твердые, желательно, чтобы они были сладкие или кисло-сладкие, в зависимости от того, насколько вы хотите сладкими получить ваши моченые яблоки. В идеале подойдет, на мой взгляд, сорт Антоновка. Слава победителям можно. Я знаю, некоторые Семеренко квасят. У меня сорт, который нам продали на рынке, как Антоновка. Но вот напишите, кстати, в комментариях. Мне кажется, что это вообще не Антоновка, хотя по запаху похоже. Ну, неважно. Это твердые, кисло-сладкие яблоки. Такие нам подходят. Опять же, желательно брать яблоки поменьше размером, если вы будете делать это в 3-литровой банке. Просто по той простой причине, чтобы они туда удобнее укладывались и помещались через горлышко. Тем более вот у меня, видите, банка 3-литровая с большим горлышком. Вот, а если стандартная банка, туда вообще не каждое яблоко поместится. Итак, у меня здесь яблоки. Кроме этого, вот такой набор специй мы будем с вами использовать. Пока еще не все листья облетели, можно успеть собрать. У меня здесь малина, листья малины, листья смородины, листья вишни и тимьян. Тимьян у меня лимонный, он такой аромат дает очень интересный. Я его добавляю в сливовый компот, тоже рецепт у меня есть на канале. Добавляю его, например, в дынное варенье, и я думаю, что сюда будет тоже очень хорошо. Ну что, для начала мы с вами моем яблоки. Вообще, на самом деле, сам процесс квашения, он очень-очень простой. То есть ничего сложного у нас тут с вами вообще нет. Поэтому, если вы никогда не квасили, но любите это есть, то я вам предлагаю попробовать сделать по моему рецепту или квашеные помидоры, или квашеные яблоки, если вы их любите. И вы поймете, что у вас, у самих, получится гораздо лучше, чем это на рынке. Я человек, который вырос в Москве около легендарного Преображенского рынка, есть такой, да, в Москве. Вот, и всю жизнь я туда ходила, покупала все эти квашеные продукты у фермеров, и мне всегда так нравилось. Вот. Но когда я попробовала делать это самой, как сказал мой муж, Преображенский рынок отдыхает. Поэтому обязательно попробуйте. Итак, я помыла листья. На дно моей емкости я кладу где-то примерно 5 штук листочков черной смородины, 3 листика малины, тимьян,
То же самое, если вы будете делать в 3-литровой банке, то на дно 3-литровой банки поместите вот такой букет. Я знаю, что некоторые хозяйки добавляют гвоздику, пару штучек, душистый горошек, ну, перец душистым горошком, но, на мой взгляд, вот именно в моченых яблоках это лишнее. Вот листья смородины, малины и вишни, они дают все-таки такой, вы знаете, фруктовый, да, аромат, а гвоздика это уже такая пряность, ну и мне кажется, что она в яблоках лишняя. Все, теперь я закладываю сюда предварительно помытые яблоки. Сейчас я вот это все помою тоже. Яблоки уложили. Конечно, желательно, чтобы они не были червивыми, с бочками, да, и так далее. То есть яблоки должны быть сняты из дерева, целенькие, хорошенькие. Все, теперь мы с вами делаем рассол. Значит, как я уже сказала, состав я даю из расчета на литр воды. У меня 5-литровое ведро, значит, в него уйдет 2,5 литра воды. Кстати, я тоже долго не знала об этом. Когда вы консервируете и наполняете банку, как определить, сколько вам нужно будет жидкости. Ну, например, если вы делаете 3-литровую банку с огурцами, то рассола у вас будет примерно 1,5 литра. Если у вас литровая банка с чем-то, рассола будет пол-литра. Ну, то есть половина объема занимает продукт и половина объема будет вода. Поэтому, если у меня 5 литров ведро, то будет 2,5 литра жидкости. Если вы консервируете, ну, закладываете 3-литровую банку, то у вас, соответственно, будет 1,5 литра жидкости. Итак, на литр жидкости мы с вами кладем 2 столовые ложки сахара. Многие, кстати, спрашивают, можно ли делать с медом. Да, если вы хотите именно какой-то медовый привкус, то, конечно, исторически квашеные яблоки на Руси делали с медом тоже. Поэтому можно положить не сахар, а можно положить 3 столовые ложки меда. Это я тоже напишу в описании к видео. И также мы кладем с вами соль, потому что квашение – это соль и сахар, как правило. И на литр жидкости мы кладем 2 чайные ложки соли без горки. Ну, поскольку в моем случае у меня будет жидкости, я буду 3 литра сейчас разводить, да, пусть лучше лишнее останется, поэтому я сейчас утрою эту пропорцию. Да. И теперь мы заливаем холодной водой. Я заливаю из-под крана, потому что у меня вода из скважины, соответственно, подойдет вода из колодца. Если вы в городской квартире, то возьмите бутилированную воду, потому что из-под крана она хлорированная. Просто холодной водой, вот без всего, не кипяченой, там никакой, обычной холодной водой. Заливаем, растворяем, чтобы у нас там разошелся сахар и соль, и заливаем наши яблоки. Теперь смотрите, для того, чтобы яблоки быстрее, если вы хотите, чтобы они быстрее приготовились, ну вот нет у вас терпения, да, ждать их. Вот почти 3 литра воды поместилось, потому что не полная у меня яблоко она была. Да. В общем, если вы не хотите ждать, ну, быстрее хотите, то можно яблоки вот так вот наколоть зубочисткой, и они тогда у вас быстрее проквасятся. Можно, например, наколоть зубочисткой не все, а некоторые яблоки. Теперь нам нужно так закрыть, чтобы у нас все яблоки были покрыты рассолом. Точно так же, когда мы квасим огурцы, когда мы квасим капусту или помидоры, нам нужно всегда делать так, чтобы весь продукт был покрыт водой. То есть, если крышка, в моем случае я сейчас, да, закрою это крышкой вот так вот, и оставлю небольшую щелочку, чтобы при квашении мог выходить лишний рассол. Но они будут бродить же, да? Вот. Если у вас нет такой возможности, то положите сверху тарелку какую-то и поставьте гнет. Но в любом случае все яблоки должны быть внутри рассола. Это важно. Это будет препятствовать образованию сверху плесени. В случае с солеными огурцами мы помним, что когда мы квасим, если у нас огурцы торчат из рассола, то они в этом месте становятся мягкие, ну и неприятные. Вот, теперь
Мы это все закрываем, ставим на какую-нибудь тарелку и убираем в теплое место, где температура, так же как при квашении всех остальных видов продуктов, да, у нас где-то 20-23 градуса в помещении. Там они стоят порядка 6 дней. Ну, на этом можно было бы закончить видео, но я не любительница полумер, поэтому через 6 дней мы с вами сейчас продолжим. Продолжим следующий кадр. Чуть прошло, будет 6 дней. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. У меня прошло 6 дней. Давайте откроем яблоки и посмотрим, что получилось. Ну, во-первых, хочу сказать, видите, рассол стал мутным. Ну, это нормально, потому что происходит брожение. У нас идет процесс квашения. Ну, то есть этого не стоит пугаться, потому что мне в комментариях под квашенными помидорами пишут: помутнел рассол, что же делать? Это совершенно нормально. Посмотрите, какие красивые яблочки. Вот видите, они под крышкой были придавлены, крышкой прижаты. Я открыла крышку, они всплыли. Рассол уже, знаете, вот такой прям специфический запах моченых яблок у рассола. И вот у меня здесь одно яблоко лежало надрезанное, да, но кусочек оставался, я его положила. Вот оно уже практически готово. Видите, у него даже косточка посветлела. Ну, а те, кто любит моченые яблоки, знаете, что когда вот разрезаете, и у готового яблока косточка становится такая более светлая. И если вот отрезать это яблочко, оно уже и внутри стало проквашиваться. Ну, видно, что еще не до конца. То есть сейчас мы должны вот это все переставить в холод. То есть прекратить процесс активного брожения, перевести его как бы в более медленную стадию. И переместить в холод, это я имею в виду, если это в городской квартире, то это надо поставить в холодильник. Если вы в частном доме, если у вас есть погреб или подвал, поставьте туда. Ну, вот у меня небольшое ведро, я вынесу просто на веранду, сейчас начало октября, и они у меня прекрасно простоят, мы их успеем съесть до заморозков. Ну, то есть температура хранения далее примерно плюс 3, плюс 6 градусов. И буквально через 3 недели наши яблочки будут готовы. То есть общий срок у них где-то примерно около месяца. Ну и дальше, чем они будут дольше стоять, тем они будут больше такие как подгазированные, да, получаться. Ну, я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Он достаточно простой. И по нему вы сможете в домашних условиях получить вкусные, моченые, либо квашеные, это одно и то же, да, яблоки. Подписывайтесь на канал. С вами была Таша Муляр. И до новых встреч. Делитесь вашими рецептами и вашими способами заготовки и квашения. А также приглашаю посмотреть квашеные огурцы, квашеные помидоры. Ссылки оставлю в описании к этому видео. Приятного аппетита!